Добрый день, добрый вечер и доброе утро, дорогие автолюбители. Вы на канале Экокар и с вами его ведущая Арина. Сегодня будет очень необычное видео, по крайней мере, мы такого не видели. Мы покажем вам, как мы перегоняли нашу ласточку из города Бишкек в город Алматы своим ходом. И сразу предупреждаю, камера, которую мы снимали, она была не предназначена для таких съемок, но бывает. Вот, купили машину, сейчас будем ехать домой, в Казахстан. Поставили на зарядку машину. Сейчас зарядим и поедем. Нас ждет путешествие на 240 километров. Посмотрим, выдержит ли данный автомобиль такое путешествие. Так, что? Трогаемся. Нам нужно 240 километров проехать. У нас зарядка 90%, 366 показывает. Добрый путь. В общем, сейчас едем по трассе в город Алмату. Получается, хотели сначала в лайт режиме поехать, без включенного кондиционера, выключить монитор, только фары включил. Ну, окна потели сильно, поэтому пришлось включить, и мы включили все, что можно, и проверить, сколько проедет машина в обычном нормальном режиме, как ДВС машина. Вот. Ну, получается, у нас сейчас ситуация такая. Вот, километраж в правом левом нижнем углу, скорость, ну, где-то 90 мы едем, и остаток. Ну, посмотрим, по дороге еще 100 проедем километров, посмотрим, какой у нас итог. Так, наше путешествие продолжается. Ничего не видно. Также едем с кондиционером. Поверьте мне на слово. 39% остаток, 168 километров. Проехали 617. Надеемся, что хватит. Ну, даже уверены, наверное, что хватит. Расход 21 киловатт на 100 километров. Так, карта нам показывает, что нам осталось ехать 79 километров. Тут у нас осталось, поверьте мне на слово, 146 километров. Ну, будем надеяться, что дотянем. Мы все-таки не выключаем кондиционер, едем так, как ехали. Посмотрим, как получится. Решил снять такой факт. Начали медленно ехать, и упал расход до 18 киловатт на 100 километров. Едем где-то 60 километров, 60-65 километров в час. Короче, городская машина. По трассам, конечно, далеко не уедешь. Если не будет зарядок по движению, по пути, то смысла нет далеко ехать. В общем, ехали, сделали вывод, что меньше 17 киловатт на 100 километров расход не упадет, потому что мы едем 70, 80, но расход меньше 17 не падает. Видимо, это самый минимальный расход по трассе. Ну, с учетом того, что включен кондиционер, конечно. Надо будет еще провести опыт без кондиционера. Может, когда въедем в город, ну, не в город, а ближе к городу, где появятся фонари, выключим кондиционер и попробуем испытание сделать такое. Начинаем подъезжать к Алмате. Карта показывает, осталось 42 километра. Наш спидометр нам говорит, что нам ехать осталось батарейки на 81 километр. 19
10% заряда. В оранжевый цвет покрасился круг информации о заряде. Мы выключили кондиционер, кран. Едем на эко-режиме 65 километров, потому что есть риск, что можем не доехать. На всякий случай начали экономить. Так, нам осталось ехать 10 километров. У нас осталось 10%, и вышло сообщение, что у вас садится аккумулятор. Срочно зарядитесь. Ну, я так думаю, что на китайском это именно так звучит. Вот. Ну, как бы вроде 40 показывает километров, но 10% осталось. Думаю, что доедем. Так, ну чё, в общем, у нас остался 1 километр пути. Так, включаем наш расход. Потерян сигнал GPS. Расход на 18, на 100 километров 18 киловатт. Вот уже батарея горит, не видно, красным. На спидометре 30 километров остаток. Ну, короче, доехали, слава богу. Если сделали вывод, если снижаешь скорость, автоматически понижается расход. И, ну, в общем, еще раз убедились, что данная машина — это машина для города. По трассе, ну, максимум 200-240 километров получается. В общем, доехали. Будет видно, нет. О, вот сейчас лучше со светом. Значит, остаток у нас получается 6%, 30 километров. Проехали 712. Минус 470, ну, где-то 700, ой, то есть 242 километра проехали. Было у нас 366. Ну, вот погрешность 120 километров где-то. Резюмируя данное видео, можно с уверенностью сказать, что наш автомобиль может проехать 250 километров по трассе, ну, с учетом полной зарядки, использования кондиционера, включенных фар, ну, все, что использует машина ДВС в обычной езде. Хочется напомнить, что мы живем в городе, где нет ни одной электрозаправочной станции. Ну, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. Пока!